Всем приветушки! Да, я съездил в Киев, дабы поглядеть на Комик-кон. Но поговорим мы не об этом. Да и что об этом говорить? Там у ребят все получилось, все нормально, и об этом вам расскажут сотни роликов и тысячу восторженных постов на Фейсбуке. Позвольте сегодня старичку немного поностальгировать, вспомнить, как начиналась комикс-тусовка в Украине. Не сама культура комиксов, а именно явление культмассовых мероприятий как эффективное средство внедрения комиксов в массы. Ну что, док, заводи свою шарманку и айда путешествовать по времени. Когда эта крошка разгонится до 88 миль в час, ты такое увидишь, Марти. Ты помнишь, как все начиналось? Первая остановка – это далекий 2003 год. До европереворотов еще далеко, и всю страну волнуют, как сыграл Шева в составе Милана и кто победит, Кличко или Льюис. Вышли первые пираты, а доллар в обменниках по смешным нынче 5 гривен. Вот этот молодой и наивный крендель в кадре – это я. Тогда я организовал первую в Украине комикс-выставку, гордо обозвал ее фестом и надеялся на развитие сюжета. Насмотревшись на опыт московской комиссии, я разослал письма во все концы необъятной нашей родины. Авторам и издательствам все ответы, что мне пришли, я аккуратненько развесил на стендах, люди пришли из интереса. Второй день был пустым. Не прошло и 2 десятков человек. Я осознал всю тяжесть организаторского лиха и после второй выставки, состоявшейся в следующем году, оставил эту гиблую стезю, уступив дорогу будущим молодым горячим, которые обязательно должны были появиться. В том же году вышел и первый номер ставшего уже классикой ширпотребского издания К9. О нем я расскажу позже, а пока совершим рывок в 2005. 2005. Великолепный был год. Президент Пчеловод начал затяжной прыжок в сторону Европы. Евровидение на законных основаниях едет в Киев. В Крыму обнаружен мифический птичий грипп, а доллар все еще по 5,5. В этот же год состоялось первое, более-менее крупное мероприятие в жизни комикс-культуры Украины. В Киеве вышеупомянутым изданием К9 организовалось событие под громким названием «Первый международный фестиваль комиксов, манги и рисованных историй «Девятый мир». Но под громким названием скрывалось довольно скромное действие, в рамках которого стены маленького помещения были завешены распечатками страниц из журнала, и группы художников раздавали рисунки и автографы. Народ преимущественно не понимал, куда он пришел. Громкое название в их глазах себя не окупило. Поэтому мероприятие, зачем-то растянутое на 2 дня, можно было запросто уместить в один. Ибо на второй день залы были пустыми, как и на моей выставке. Следующая попытка К9 состоялась на следующий год. Хоть организаторы и заручились поддержкой каких-то кинопрокатчиков и каких-то международных институтов, по сути дела это была та же самая выставка, что и в прошлый год. Собственно, это была та же московская комиссия, только украинского, более камерного разлива. И пришедшие туда люди снова не получили ни супергероев, ни фестиваля. Вывешенные на стенах работы местных художников были мало кому интересны, а лекции представляли еще меньше интереса. Для нас же авторов, которые еще с седых 80-х жили мечтой о развитии комикс-комьюнити, это, конечно, был грандиознейшим событием. Где мы могли увидеть друг друга вживую, а не только под никами на страницах форумов, пообщаться и что-либо пригубить. Для остальных же это было странное мероприятие. Комиксы были еще далеким забугорным чтивом про парней в трико и латексе, а происходящее вокруг мало напоминало фестиваль, на котором можно было причаститься к культуре комиксов. На самом деле первые комикс-фестивали выглядели вот так. Зритель хотел цветных картинок о мужиках и бабах в трико и латексе, а художники, порядком задолбавшись от изоляции, хотели общения. Самым центровым местом по общению комикс-творцов был форум сайта comics.com.ua. 2012. Неутешительные прогнозы от давно исчезнувшей цивилизации майя, первый теракт за историю незалежной, футбольный праздник Евро-2012, караванный стрелок и доллар по 8. А братья-гуменюки организовывают в столице очередную кальку с московской комиссией. Из-за нереальной дороговизны на аренду помещений и организацию чего-либо в Киеве, Комарт-фест открылся на задворках города
и снова получился уютным и ламповым мероприятием для своих, куда собрались немногочисленные посетители поиграть в настолки, поглазеть на развешанные стенды с авторскими комиксами и затариться комиксами у представителей интернет-комикс-шопов. Организаторы предложили местной тусовке косплееров поддержать мероприятие, но гордые косплееры затребовали за свое участие денег. Видать, денег неподъемных, ибо на фесте их не наблюдалось. Мероприятие проводилось 3 года с разной периодичностью, но потом внезапно подключилась Одесса. 21 июля 2014 года в Одессе состоялся Комик-кон Одесса. 2014 год. Второй переворот случился. Одесса еще не залезала раны от страшной трагедии в Доме профсоюзов, на Донбассе уже вовсю стреляли, а доллар уже был по 14. Как раз на мой день рождения произошло событие, которого мало кто ожидал из тусовки. Это было первое мероприятие, организованное по образцу западных комикс-шоу. Именно подобного ждала публика. Хотя и не самих комиксов, ибо культура потребления комиксов находилась в весьма зачаточном состоянии, но атмосфере безумного праздника, атмосфере дикой гиковской тусовки. Хоть масштабы уступали нынешнему комик-кону, но здесь было все, чтобы занять праздношатающихся граждан на 1-2 дня. И неважно, был ты гиком или просто зашел посмотреть. Были здесь представители огромного количества расплодившихся комикс-шопов, были здесь презентации тайтлов от новых издательств, огромный зал с настольными играми, а главное, здесь был локомотив всех подобных шоу. Здесь были косплееры. Пересмотрев приоритеты, они показали себя Украине во всей красе. Спустя год в Киеве прошел первый Киев Комик-кон, и организаторы из Одессы тихо и мирно переименовались в Фанэкспо Одесса. С этого момента можно отсчитывать новейшую историю комикса в Украине. Комикс себя уже заявил широкому читателю, он расправил плечи. Как грибы после дождя стали выползать на свет издатели, специализирующиеся на комиксах, как на переводном ширпотребе, так и на публикациях внутреннего контента. Стал насыщаться украиноязычный рынок, росло число гиков и почитателей субкультуры. Состоялся тупейший судебный процесс за всю историю незалежной Украины, где главными фигурантами выступили 2 комик-кона. Но это уже совсем другая история, которую вы обязательно узнаете, если подпишетесь на мой канал и нажмете на колокольчик. И раз уж вы посмотрели это видео до конца, поставьте ему лайк, не будьте жлобами. Всем удачи и до встречи!